Всем привет! Для тех, кто смотрел видос с Боки, уже привычные виды. Снова парковка та же, гонка там же. Примерно мы в Которе. Завтра стартую половинку Ocean Lava. Посмотрим, как это будет. Сейчас бегу скорее на брифинг. В прошлом году пропустил. Мне Гриша сказал: ай-яй-яй. Вот бегу на брифинг и получаю стартовый пакет. Сейчас покажу вам, что к чему. Вообще, как говорят, типа в Черногории не говорят триатлон, в Черногории говорят Ocean Lava. Потому что это такой уже, не знаю, сколько лет даже он проводится, но довольно много, мне кажется. Ну, что-то типа 5 плюс точно лет подряд. Две дистанции. Это олимпийская, не совсем стандартная, с велосипедом, с велоэтапом 50 километров. Ну и половинка классическая, да, как бы 1900 метров плавания, 90 километров велик и 21 километр бег. Конечно, Ocean Lava крута тем, что она проходит в невероятно красивом месте, и велоэтап просто потрясающий. По боку к Которскому заливу. Это главное его преимущество, плюсы вообще. Ну и плавание тоже по заливу. И бег тоже по заливу, все по заливу, представьте себе. Вот здесь будет финиш. Смотрите, как красивый. Сцену поставили в этом году. Мы сюда будем забегать. В прошлом году можно посмотреть выпуск прошлого года, когда была ужасная погода. Вода 13 градусов, дождь, песок с Сахары. Можно посмотреть на канале. Постараюсь прикрепить ссылку. Вот вам Котор с его улочками шикарными, видами. Здесь был финиш Боки. Можно посмотреть на канале тоже. Там я занял первое место на грин-курсе. 17 километров через горы. To point you out into the right direction. Bike course. Okay, so this is a short story about the bike. So this is the only event ever. Мой ученик Володя. Может, поедет половинку, может, нет. Велосипед сломался. Half Man Dubai. Do you have an idea? Yes. Ne boyası ne hoş. Thank you. Так, первый тигр, у которого передачи не работают, будет решать сейчас. Вон он, второй тигр, татарский тигр. Вон он, велосипед собирает. Семья вся ждет. Семья вся ждет. Он велосипед собирает. Привет. Так, ну что, вон там транзитка. Вот здесь я сейчас буду решать все вопросы. Главный вопрос сейчас, пустят ли меня с вот этой херней, с вот этой аэроизолентой. Наклею наклеечки сейчас и пойдем в транзитку. Ну и сделаем обзор этого стартового пакета. Кстати говоря, в этом году гораздо лучше сумочка. Надеюсь, что она чуть-чуть надежнее, но она даже визуально уже по объему и по материалу уже мне больше нравится, чем прошлогодняя. Поэтому молодцы. Только что на брифинге рассказывали основные правила. Сказал, короче, что 8-й раз проводится гонка. Прикольно. Это, конечно, довольно серьезно, я вам скажу. Что 8-й раз это прям, конечно, серьезно. Это так, наклеечки, да, показываю вам. Стартовый номер 185. Футболка. Все ходят в таких футболках. Сейчас посмотрим. Что там уже все довольные. Ну, футболка, по-моему, неплохая. Они, короче, дизайнеры, что на Boca Trail, что на Ocean Lava, наняли какого-то классного. Классные футболки, мне нравятся. Так, пакет мы сейчас возьмем, нам просто пригодится. Вечером обещают, возможно, будет дождь. И возможно, придется пострадать. Ну как, не пострадать, придется
наклеить, короче, пакеты надеть на звезду и на цепь, на переклюк. Так, байкбэк. Так, все, наклеить готово. Цели на гонку, что? Хочется, конечно, показать классный результат. Хочется. И хочется, и колется, но посмотрим, как будет. Потому что, кстати, что в стартовом пакете еще, да? Шапочка Blue 17, Bike Rental, кафе, реклама Триатлон кафе, какая-то рекламка, брошюра кинотеатра, футболку я вам показал, ну и тапочки, все, ничего удивительного, ничего нового. Так, ран, на ран, короче, красный пакет. Как-то я в прошлом году на видео показывал, как нужно завязывать его пакет, короче. Там как-то вот так вот делали. Вот так вот, да. Чтобы, типа, когда будет дождь, чтобы внутрь не натекло. Вот. И вот так его держать. Сделал. Отдельный пакет со всем содержимым. С чем я побегу, это гели, таблетки на всякий случай и кепка. Я ее складываю туда так, я беру из пакета и побежал. И на ходу все распаковываю. Так, ну короче, давайте, я сейчас туфли пристегну, колес подкачаю, в транзитке покажу вам, что там. Ну что-то транзитка не вызывает доверия, если честно. Там было в парке как-то поприличнее, если честно. Ну хотя, я не знаю, может так, да и народ что-то как будто великов мало. Что-то я ничего не понимаю. Ну ладно, вон у кого-то вообще пакет, смотрите, огромный. Ну что, туфли никто не оставляет, я тоже туфли снял. Может, чтобы это... Ну я намотал вот так вот, малеха. Ну ладно, что, оставим так. Что поделать. Вон у кого-то разделки целые, бля. Вообще не парятся люди. Ну и вон на электрике аккумуляторы стоят, блядь. Вообще все, ничем не прикрыто. Вообще не парятся, товарищи. Кто-то шлем вешает. Что, разве можно шлем вешать? Что-то вообще ничего не понимаю. Ничего не понятно, но в плане схема тупорылая. Ну, то есть, если это в другое время от другого года, короче, сразу усложнения какие-то, блядь, начинаются. Ну, вот это вот подбешивает. Здесь вообще не беговые, здесь просто желтые, да? Ага, все вижу, видите? Сумки где вешать. Надеюсь, ковры будут, с коврами будет легче. Куча туалетов, кстати говоря. Вот, смотрите. Куча туалетов. Посмотрим, что будет завтра. В итоге мешки вешать нельзя, туфли я снял на всякий случай. Завтра утром в транзитку зайду, еще все это проверю и поставлю. Чуваки, план на эту гонку. Блин, ну хочется, конечно, хорошее время показать. Тренировался целый год только ради этой гонки, считай. Потому что, ну, блин, половинка — это та дистанция, которая мне нравится, которая классная. Но при этом всем посмотрим, как получится реализовать ее. Может, не получится. О, а это мой знакомый. Привет. Поставил я велосипед в транзитку. В целом ощущение... Не знаю, нужны ли вам мои ощущения, но, короче, факт в том, что на второй год уже не так боязно. Хотя транзитку перенесли, немножко есть вот такие вот огрехи в организации. Ну, как не то, чтобы это огрех даже, может быть, это даже и лучше, потому что, я так понял, там нет возможности или там ремонт, я не знаю. Ну, кстати, я слышал, что у одного чувака велоком в прошлом году сперли. Я видел репост. Вот. А в целом-то, что, велики поставили, будет плохо, что по сравнению с прошлым годом другое, придется там адаптироваться, разбираться, куда что забегаешь. Больше смятения, какого-то стресса вносят мне те вопросы, которые мои атлеты задают, потому что тоже стартуют, да, там 2 человека Олимпику стартуют, 1 половинку, ну, то есть такое, да, как бы ты сам стартуешь, тебе еще накидывают когда вопросы, это, ну, круто. В целом я каждому атлету могу посоветовать максимально самостоятельно разбираться, ну, насколько это можно. Потому что сейчас вылазят такие проблемы, у одного там колесо зажато, у другого еще что-то. Но это вот полностью из-за не то чтобы халатного отношения, я бы даже сказал, из-за отсутствия опыта просто.
больше стартов, больше опыта, и потом у тебя уже, ты четко знаешь, ты не допускаешь тех ошибок, которые можно допустить до этого. Вот, и кто спрашивает, ну, это вот в транзитке бывает, кто-то там гель спрашивает, или там насос, или еще что-то. Ну, как так? Все должно быть свое, рассчитывать нужно только на себя, ну, и загадывать не нужно на результат. Сейчас спрашивал у меня знакомый, на какой результат я рассчитываю, да. Сложно сказать, потому что хочется, понятно, хороший результат. У меня скорее, я, наверное, вот больше нацелен на то, чтобы поработать. Если раньше для меня все это, всеобъемлющая неизвестность какая-то была, да, ну и то как бы уже было понятно после No Limits, потому что это была вторая половинка в прошлом году. Сейчас уже третья половинка по факту, да, и уже я больше рассчитываю, например, поработать на велосипеде, понимаю, потому что это самый важный этап, который нужно не зафакапить и хорошо отработать. Вот где задача важная. И поэтому очень важно тут, так сказать, понимать, на что ты ставишь ставку. Хоть и все этапы важны, я на самом деле, как-то у меня в этом году получилось, хоть и я за плавание спохватился довольно поздно, все-таки у меня, я считаю, получилось. Кстати, вот атлеты, пожалуйста, едут. Крутая гонка тем, что куча всяких атлетов с разных стран, эта атмосфера чувствуется классно. Проходит дядечка, который там на велосипеде, которому 33 года. Он говорит, что ему больше 30 лет. Прикольно. Короче, у меня получилось подготовиться, наверное, я за год, если говорить за год, да, я очень круто бег прокачал, там, снял чуть ли там не 30 секунд с темпа рабочего, да, важный момент. То есть, если раньше я, наверное, ну, я бежал, ну, примерно, вот если точно быть, я, получается, 25 секунд снял за год. Хотя, получается, даже не совсем, не очень корректно. Нет, ну почему? Да, корректно. То есть, если я по идее, если так прикинуть просто, да, если при всех условиях, которые совпадут, можно прикинуть, что как будто бы я вот бегал до этого по 4 минуты. В принципе, мы просто говорим, рабочий темп, да, вот на триатлоне, вот у меня на лучшей половинке получился 4.10. 4.10, я 21 километр пробежал. 4.10, 4.14, там официальный, короче, тайминг, потому что я убежал не туда. Посмотрите выпуск, интересный, прошлого года. Холодный очень. И сейчас, получается, 25 секунд снимаем, а я по 3.45 должен сбегать. Ну, в целом, я по целевой темп попробовал подержать, если получится, по 3.40. Но, опять же, я не знаю, что после байка будет со мной, потому что я на байке планирую поработать на велосипеде очень качественно. Почему планирую работать? Потому что понимаю, что это самый важный этап, и можно сэкономить больше времени, а на беге уже как-то добежать. Ну, я еще плаванием позанимался, благодаря Саше Вырыхину. Саш, спасибо тебе большое. Ты вообще человечище и тренерище по плаванию. Прям это, подход очень классный. Ну и мы вместе молодцы, я скажу так, что сфокусировались, какие-то технические моменты, которые, возможно, поправили, технический допинг, который, возможно, в виде гидрокостюма, ну, будем пробовать использовать, и плюс еще и подкачали, ну, как бы, критическую скорость плавания прокачали, вот так уж, если, да. Если говорить о тесте, я тест на критическую скорость плавания не делал, но я примерно прикидывал из трешхолдов, которые мы делали, и там уже, как бы, тоже прогресс, мне кажется, ну, если рабочий что-то около 2 был, ну, опять же, в прошлом году я не по 2 проплыл, я по 2.10 что-то такое там проплыл, то здесь уже, мне кажется, будет, ну, то есть, круто будет проплыть по минуту 45, например. Но, опять же, я не знаю, будут волны, нет, как я буду чувствовать себя, будет суета, нет, толкотня будет, нет, траектория, какую я, потому что я с ориентированием, может быть, не так все хорошо. Ну, короче, не знаю, будем смотреть. Загадывать сложно, но я бы хотел бы, вот сейчас я озвучу желание, и вы это увидите сразу, но я-то узнаю, я-то не знаю еще, что получится, да, вы уже узнаете вот сейчас, вот, в ближайшее время. Я бы вело хотел бы, наверное, видите, среднюю скорость предугадать сложно, я бы на ваты просто ставил, думаю, 260, что-то 265 реально. Скорее бы я что-то 250-260 первую половину держал бы, а потом, если что, увеличивал бы, если норм. Посмотреть надо на пульс, как будет чувствовать себя, как будет крутиться. В прошлом году не получилось, но было послабее. Ну, и плюс сейчас я более аэродинамичен, у меня сейчас другой велосипед, он и катит, мне кажется, лучше, чем тот, на том посадка хуже. Я думаю, ну,
ну, 35 точно надо сделать, ну, 36-37, но это 2.15, ой, сколько, 2.15, какие 2.15, что я говорю, это 2.20, что-то такое, с 2.30, ну, точно выехать надо, ну, кровь из носа. Получается, выплыть нужно 35 минут где-то, да, там, 35-30 минут, проехать нужно 2.30, получается, ну, давай еще 10 минут накинем на транзитку, итого 45 плюс 2.30, это уже 3.15, да, ну и 3.15 остается еще полтора часа примерно, да, ну не полтора часа, час 15 точно я не бахну, поэтому, подожди, как так, что-то много получается. Ну, короче, вот видишь, даже вот этими прикидками 4.45 это хорошо, если получится, потому что не так много я выигрываю. Я в прошлом году-то за 5 часов нормально сделал, но там же транзитка долгая была. В целом, если вело получится хотя бы не 35, ну, у меня в прошлом году было 33-34, да, нужно не 35, нужно делать 37 хотя бы, тогда это уже интереснее, что-то типа 2.20, это уже там, ну, 4.30 можно пробовать заштурмить. Ну, посмотрим, если из 5 часов вообще сделаю, будет хорошо. Посмотрим с утра. Ну что, разведка велокурса, ну это просто дорога на самом деле такая, да, уже, собственно, по велоэтапу еду, на котором мы будем на велосипеде ехать, я по нему добираюсь до гонки. Это, конечно, тут интересно, что для меня эта гонка-то, она-то домашняя получается, я здесь живу, я каждые выходные по этому велоэтапу гоняю, и для меня это должно быть легче, но не факт, сильных атлетов много, насколько легче, не знаю. Конечно, мне проще в том плане, что я знаю там все повороты, подъемы, спуски чуть ли не на память. Я даже знаю, где плохой асфальт или где ямка. Это, конечно, плюс, безусловно. Ну, едем на гонку. Время 5:31. Полтора часа до старта. Вот атмосферка. Чао, внимание. Hey, under the wetsuit? Yes. Not over? No, not over. Здорово. Здраво. Здраво. Все шуруют вставлять всякую херню. Атмосфера просто бомба вообще. Это круто. Но вот это что? Что это? Что это? Здорово. Короче, велик весь намок, конечно. Сейчас я подсмажу еще. Все поставил, но резиночку забыл для заднего фляги. И туда вот как про ставят резинку, страхуют. Я вот забыл ее. Сейчас буду устанавливать. Атмосфера супер. Грязь вообще супер. Ё-моё, браво, браво. Хоть в кроксах, бля, беги. Ну что, вешаю свой мешочек и все. Короче, проблема с тапками. Там в транзитке нет ковров, и я, бля, очкую что-то босиком бегать. Не знаю, что будет с этим делать. Короче, надо подумать. Так увидимся, походу, на финиш. Пошел я. Йо-йо-йо! Я что, Сэм Лонг, блин? Нет. Надо придумать какое-то казахское, видите, вот казахское какое-то надо, какое-то, типа, что-нибудь такое. Ну ладно, короче, гоночку завершил. Откисал я долго, потому что, ну, телефон у меня был в транзитке, я не мог его взять, но какие-то куски там я на чужой телефон поснимал, и то ладно. Блин, сейчас созвонился с Сашей Варюхиным, по плаванию обсудили. Надо, конечно, ну вот, то есть, почему-то, не знаю, может, мне надо было какой-то старт перед, короче, половинкой в новом году. Нужно какой-то делать старт маленький, мне кажется. Чисто, чтобы вработаться в атмосферу, в плавание, там, короче, для разгона. Может быть, Мавиду надо было сделать, где вот у меня предыдущее видео. Надо было, наверное, сделать этот старт, было бы правильно, на самом деле. Да, блин, что-то я затупил. Буду, короче, теперь ответственно к этому подходить. Слушайте,
Короче, плавание вышло по минуте 52 по официальному таймингу, по часам минуту 57 показывают. Может, часы неправильно что-то замерили. Ну, хорошо, в прошлом году, учитывая, что это было там что-то 2.10, ну, короче, я снял нормально. Подпишу, сколько снял точнее, да. И в целом результатом доволен. Но на плавании, блин, я попал в какую-то группу. Короче, я вроде бы слева встал, вроде бы не сильно сзади, но меня закрыла группа, короче, я не мог из нее выбраться. Нужно было по головам плыть, видимо. И вообще, мне тренер Саша вообще говорит, Варюхин, что типа плыви по головам, учись, победу по-другому типа нет. И всегда лезь вперед и делай, ну, типа, короче, 300-400 метров ускорения, типа. То есть, не как на беге, типа, отрицательный сплит, да? Ну, то есть, когда наращиваешь этот темп, а наоборот, ты вначале, чтобы отплыть, ускоряешься, а потом медленнее работаешь. Видите, это просто время опыта, ну, то есть, это нужно как-то почувствовать, привыкнуть к этому, разобраться. Вот я с каждым годом потихонечку разбираюсь в каждом этапе. Будем на стартах это тренировать, впереди несколько стартов коротких как раз. Будем это делать. Что могу сказать еще? В целом, вот я в группу попал, это начиналась какая-то суета, еще местами вода холодная была. И смотрю, у меня пульс был 181, господи. То есть я как на нулиме в прошлом году, когда у меня была первая половинка. Залез в долг, и организм такой: о, дружочек, нас убивают, давай-ка мы пульс понизим твой. И, короче, там раскладка интересная, я сейчас выведу ее. Типа, первые там по 2 минуты, 2 по 500 метров, а потом я вработался и уже на широком гребке уверенно плыл по минуту 47, там еще быстрее. В целом норм получается, но как бы время улучшено однозначно. Мы с помощью интервалов, работы всей, да, Саша, спасибо большое. Рекомендую на тренировке. Может, мы, кстати, сделаем сборы в Черногории плавательные, именно плавательные. Может быть, еще подключим туда велосипед и бег. Если есть желающие, напишите, кто внутри Черногории хочет. Короче, нужно написать будет мне в личку. Я прикреплю контакты по поводу сборов. В августе или в сентябре, может быть в сентябре, а может быть в октябре. Вот, Я тебе, ты просил сказать нам про время. Ты в полтинники пойдет? Но вот я уверен, что если Нет, на самом деле там все на плотненько, плавательный сбор, бывает. почему я на плавание делаю акцент? Потому что, мне кажется, с велосипедом и бегом всем более-менее понятно, короче, да, хотя я тоже могу рассказать интересные вещи, мне кажется. Но вот плавательные сборы, мне кажется, вообще четко, интенсивно поработать можно, разобраться с техникой, понять интенсивность. Саша Варюхин это может делать. Вот мы ее плавание мы улучшили буквально за месяц. То есть это вообще прям очень быстро. Решив основные вопросы, да. Так вот, проплыл в целом нормально. Там 35 минут для меня хороший результат на самом деле. Учитывая косяк, если бы я встал вперед, сделал бы ускорение нормально, то вообще можно было бы что-то по минуту типа 45 изобразить нормально, если бы не быть, да. Транзитка, блин, тупо, что не было ковров, меня прям выбесило это. Я намутил, короче, с тапочками. Из воды, когда выбежал, я специально спрятал около столика тапочки. Потом, когда выбежал из воды, надел их. И бежал в тапочках. Взял пакет, надел шлем. И, короче, до конца транзитки бежал в тапочках. Потому что было в транзитке были лужи и камни. Короче, не было ковра. Ну, ладно, я решил это как-то. Скорость транзита, кстати, у меня не очень внушительная. То ли носки долго я надевал, то ли что, я так и не понял. Ладно, поанализируем, тоже приложим текстом. Сажусь на вело, начинаю ехать. Вначале вообще хорошо все, а потом что-то пульс начинает просаживаться. Видимо, он уходит в энергосберегающий режим, и не получается тупо поднять его. По питанию я все ок съел. То есть ехал лежа нормально. Отдельно по поводу драфтинга. Блин, я драфтил, ребят, да. Есть даже кусок видео, я покажу, да. Я еду с горки. Что мне, подтормаживать, не драфтить? Мы оба с горки типа катимся, да, там 50 плюс. Потом я пошел на обгон. Ну, то есть, как тут это комментировать? Вы не представляете, там пачка лидеров, они так близко ехали, как будто, блин, Блуменфельд, короче, везут на вот этом, типа, когда он ставил рекорд, где специально пачка из 8 или из 7 раздельщиков была, ну, то есть, где они ехали там 50 км в час. Ну, то есть, реально, там такие пачки были. И еще плюс я был в больших пачках, где невозможно обогнать. Ну вот
ты едешь, упираешься в эту пачку. А пачка, она занимает всю часть дороги, по которой вы едете. Навстречу ты не можешь, потому что там едут навстречу велосипедисты. Медленно тащиться тоже не вариант. Что мне, оттормозиться? Обгон не завершают чуваки. То есть очень много было таких велосипедистов, которые идут на обгон и потом медленно едут. Для чего вообще? Ну, то есть это очень странно. Вот несколько раз повторялось это. Где-то я подрафтил, ну, легально, откровенно, да. То есть 10 метров выдерживал, здесь 12, было разрешенное 10, да. Я выдерживал, и я прям чувствовал, как меня засасывает. Но это прям, конечно, прикольно. Это уметь надо легально это делать. На больших айронах это делают. Ну и, конечно, блин, надо покупать разделку. Нечего сказать мне. Я немного подустал на своем. Я чувствовал, что я как бы не очень аэродинамичен, посадка у меня не крутая. У меня, короче, лежак слишком низко, и мне нужно чуть-чуть вперед как бы и выше. То есть плохо я сидел, мне кажется. Хотя, несмотря на это, я выдавил, что там, выведу на экран нормализованный вообще типа 250, что-то такое, да. При этом средняя скорость 36 вышла. Но учитывая набор 500 метров, ну, я считаю, неплохо. И не вело, у меня реально пульс, я смотрю, 139, 140, я думаю, ё-моё. Пробую нажимать, а не получается. Ну, видимо, это последствия вот этого высокого пульса, короче, на плавание. Что я зашел в долг на 181 удар. И это в датчике в нагрудном, да, то есть, значит, он примерно правильный. Ну, жестко, что могу сказать? Ну, велик, блин, посмотрю на фотки, может, интересно, как я сидел. Ну, короче, что-то я припух я ехать, припух. Тяжеловато, конечно, нужно разделку, срочно. Может, сбор открыть на разделку, я не знаю уже. В целом проехал, получается, что-то типа 2.24. Ну, неплохое время для меня, и учитывая, что подъемы были горки, да, 36 км в час, средняя. Ну, пойдет. В целом, можно было лучше. Я рассчитывал, если честно, на 38, да. Но это вот косяк с разгоном по пульсу. То есть, если бы я держал 160 ударов, я уверен, можно было быстрее ехать. Ну и плюс разделочка нужна, это да, все. Хорошо, приезжаю в транзитку, вбегаю на бег. Ну и чё, на беге я просто, как я люблю говорить, а там я выпил кумыс. Просто разложился, съел 2 капсулы кофеина на 1 километре и на 10-м. Съел геля на 5 километре и на 5-м, 12-м и 16-м. 3 геля съел. Пил на каждой станции почти что. Ну, раскатил там что-то по 3,55 примерно, да, вот. Ну, пойдет, что, как бы темп в целом неплохой. Можно было лучше бежать. А я выбегаю на бег, а у меня пульс 160 где-то. Бегу 3,50, 160 пульс. Короче, не могу понять его тоже. Но видишь, этот долг сказался, и это еще превозмогая этот долг, вот этот вот, когда организм переходит в другой режим, это невосстанавливаемый стресс захода в этот долг на плавание. И все, что скажешь. Ну и пробежал я, попробовал в конце добавить. Ну, последние несколько километров я раскатил, мне кажется, нормально, там что-то по 3.45. А потом что, все, финишировал, и финишное время 4.32. Ну, после 5.03 пойдет 4.32. Можно писать в шапку профиля, да, в целом-то, почему нет? Это еще на шосике. Вот. Поэтому пойдет, нормально. Что делаем дальше? Мелкие старты, тренируемся с Сашей Варюхиным дальше, тренера по плаванию. Если хотите прокачать конкретно плавание, вообще рекомендую ему написать, контакты я его оставлю обязательно. Поэтому всем спасибо. Что могу сказать? Потом откисал долго. Вот показываю, вот видос, как мы поели там, да. Так, ну все, мы поели. Попили. Дяденька, который плывет по минутам 29. Даже не знаю, что и сказать. Одна ненависть к нему. Это школа Макса Гребенщука. Базара нет. Макс крутой. Вот там было еды куча, всякая разной. Там еда была, паста, это зона отдыха, всегда классно. Я сходил на массаж, сфотались с триатлон-клубом Будвой. Триатлон-клуб Будва заняли 1 место в эстафете.
вообще красавцы. Но, если честно, от них не сильно отстал, что тоже неплохо. Вот. Ну, на беге, конечно, я съел много. Я сейчас выведу тоже там какое. У меня 3-й бег из всех, по-моему, вообще. В целом пойдет, я считаю. Сделал старт. Учитывая косяки, которые были, мне кажется, можно было там на 4:20 претендовать смело. Смело. Все, всем спасибо, всем пока. Старт красивый, нереально. Плавание смотрел, любовался. Вело тоже смотрел, любовался, хотя я каждый выходный любуюсь на это. Приезжайте. Ну и, собственно, думать буду по дальнейшим гонкам, что кого куда. Всем спасибо, всем пока. Подписка. Тренировки по триатлону и бегу. Давайте, пишите. Структура. Сегодня вот, когда мы кушали, я объяснял человеку, что если вы даже начинаете или не очень, как раз таки еще важнее структурно заниматься, потому что будет очень много усилий впустую. А заниматься нужно, работать нужно не сильно, типа, немного, а головой. Головой надо работать. Ну и структура для этого нужна. Больше риск получить травму, угробить здоровье, если пытаешься заниматься сам. Без структуры, без понимания, как это. И всегда дешевле купить опыт другого человека. Ну и ответственность у вас другая, другой фокус. Это работает, я вам гарантирую. Ну, вот как по плаванию у меня, например. Да? Все, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, пишите коммент, ставьте колокольчик. На телеграм-канал подписывайтесь, в котором отчеты каждую неделю по тренировкам. Всем пока.